Всегда задавался вопросом, как работает этот мир. Он едет на машине, я бегу в слезах. Нужды в деньгах прям такой не было, чтобы работать. Всем привет, я родился в городе Кызылорда. Это город на юге Казахстана. Я родился, и буквально через месяц мои родители переехали в город Алматы. И всю молодость, школьное время я прожил в городе Алматы. Я самый старший внук и старший сын. На мое воспитание большое влияние оказала мама, потому что я считаю, что ее восприятие жизни и ценностей хорошо отразилось на моем мироощущении. Поддержка была хорошая, но, может быть, там, с компьютерными играми не всегда была прям полная поддержка, но со временем я ее получил. Я учился в хорошем вузе, я учился в КБТУ, одном из лучших вузов Казахстана. И там мне купили сразу и квартиру, и позже машину. И в целом жизнь была такая, что пространство для того, чтобы добиться успеха, как бы, было благоприятно. Вот. С детства я прям не думал, кем я хочу стать, но всегда задавался вопросом, как работает этот мир и из чего состоит как бы этот успех и как люди зарабатывают. Но я понимал в детстве, что сложно мне, молодым, понять, кем я хочу быть. Но когда я играл в Counter-Strike и смотрел на команды, которые тренируются и играют, у меня всегда была мечта как бы жить на буткемпе и тренироваться с лучшими возможностями, потому что в Казахстане у нас плохой пинг, и для меня это была мечта тренироваться и приехать на турнир, быть готовым как бы на все 100%. Первая моя работа, наверное, это Counter-Strike. Counter-Strike пришел в мою жизнь первым во втором классе. Это было больше 20 лет назад. У меня был одноклассник, он до сих пор есть. И мы играли после школы в компьютерном клубе, и его брат, он был постарше, он играл хорошо, и у них была команда. Я помню, она называлась вроде СССР, что ли, что-то такое. И я смотрел, как они пятером там ставят свой клантек, играют и играют хорошо. И как-то интуитивно мне хотелось бы быть таким крутым чуваком, который круто играет КС. Если бы я с ним не познакомился, я, наверное, может быть, в этой индустрии не был бы. Вот. И из таких прикольных историй, всегда, наверное, на каких-то встречах у родственников всех вспоминают. Я после школы убегал в компьютерный клуб, и как-то там даже отец приходил за мной в клуб, нашел меня, что я там, и типа все, говорит, вставай, все, мы там рядом жили, он едет на машине, я бегу в слезах, папа берет ремень, и я такой плачу. Там фраза такая, то что у меня там осталось 50 тенге, и я хочу пойти доиграть, короче. И всегда родители это вспоминают, угорают над этим. И, в общем, прикольная история о том, что всегда я любил пойти поиграть в компьютерном клубе. В общем, как детство того времени. В 2011 году, когда я поступил, интересное время. Я учился на первом курсе. Ну, я тогда был типа молодым, крутым игроком по меркам Казахстана. И в один момент мне звонит Даур Адрен. Я вышел с пары. Он мне говорит, не хочешь пойти в команду? Я говорю, да. И мы все начали играть вместе и представляли Казахстан на чемпионате мира. Я помню, мы поехали в Корею и заняли 4-е место там. Там я увидел Нео, Фореста, всех звезд того времени. И эта поездка в Корею была для меня чем-то вообще нереальным. Это тем более такая страна, Корея, что просто я был в шоке. Как, во-первых, от страны, от уровня команд. И было круто, что я поучаствовал на этом ивенте и представлял Казахстан. Вот. Но примерно я ожидал, что меня Даур позовет тогда. Для меня не было каким-то вау, что я буду в команде. Но было приятно. Это, я считаю, К-23, косвенно.
Это великий тег, можно так сказать. До сих пор он есть. Приятно, что я был в истории этой команды. Даур уже в те времена был такой звездой. Он представлял К-23 на мировой арене. И где-то на локальных чемпионатах там, в Алмате. Я прям день знакомства я не помню, но он был моим кумиром. И позже, когда он пришел, мы там вместе играли. И мой там пароль даже до сих пор может быть в скайпе. Там, я ему всегда говорил, там пароль, там адрены, там цифры. Поэтому Даур это кумир, и позже я тренировал его. Он оказал большое влияние на киберспорт в Казахстане. Потому что если нету таких людей, как Даур, то сложно молодняку как бы брать кого-то пример и воодушевляться. Наверное, когда сейчас я думаю, что если бы таких людей в стране не было, многие дети бы не играли в КС. Но когда они знают, что вон там есть казах, который там играет круто, то каждый верит в себя. Хорошие результаты были благодаря опыту Адрена, там, старших пацанов, там, Анвик. У них был достаточный опыт. И база у нас, школа КС Казахстана хорошая. Было время, что крутые команды из там, СНГ, тогдашние Нави, тогдашние, не помню, приезжали ли другие там зарубежные команды, но когда они приезжали в Алмату, там московские, украинские команды, было прикольно их увидеть. И я молодым приходил, и они такие заходят, крутые, и на них смотришь как на, блин, реально это звезды пришли. И ты молодой, за ним сидишь, что они говорят, что обсуждают. И это большое, наверное, влияние оказало, что, когда своих кумиров видишь, что хочешь быть на этом же уровне. На самом деле CSGO начался в 2012 году, и это было сырой версии игры, где не было... То есть этот переход был очень плавный в то, что мы видим сейчас. Призовые, уровни команд, даже там первые команды там делились, там, первое место там 5-10 тысяч долларов. То есть до, я считаю, 2015-2016 года денег прям больших в КС не было. То есть это был плавный рост. Знаете, перерыв был обусловлен я не видел прям перспектив заниматься КСом и не видел, что я смогу заработать хорошие деньги. Вот. Но и не было спонсора, кто отправит. И когда он появился, тогда я и поехал. 2016 год тогда был, или 15. Мне было тогда 23-24 года. Но я уже тогда понимал, что я, грубо говоря, староват для того, чтобы начинать все с нуля и соревноваться с лучшими. То есть у меня мало лет для того, чтобы себя полностью реализовать. Когда я был студентом, играл в CSGO, грубо говоря, начинал, я переживал из-за того, что в Казахстане плохой пинг, и я продолжил идею из 1.6, которая была у Адрена. То есть это закрытая лига, где игроки из Казахстана могут друг с другом тренироваться, и собрал комьюнити в одном месте, чтобы все могли играть с комфортом. И туда пороговые вхождения было, то есть хорошо надо было играть, чтобы играть на, грубо говоря, моей лиге. Кикерт, Бустер, косвенно, наверное, их карьеры связаны с тем, что они пришли ко мне на лигу. То есть у меня есть переписка там с Лехой, 10-летней давности, что он мне пишет: я там Алексей Голубев, примите меня на лигу, я там такое-то у меня такое-то звание и так далее. И сейчас я думаю, столько моих решений того времени повлияло там на карьеры там будущих игроков. Может быть, не все решения, но мне кажется, немаловажный фактор сыграл. И там же играл мой будущий шеф. Может, там он где-то приметил то, что я там могу какие-то ответственные, что я могу все это собрать. В то время, когда ушел Хоббит, и я ушел
меня убрали с команды. Я, на самом деле, был в шоке, когда меня убрали. Я шел убирать другого человека, но убрали меня. И я был, что, почему, как. Ну, это тоже интересная история. Я не знал вообще, как это произошло. Конечно, нам тяжело тогда было. Мы только как бы первая команда, кто приехали тренироваться, ни о каком профессионализме тогда не было речи. То есть мы доехали и думали, мы сами будем себе готовить. Типа, не понимали, как правильно тренироваться. И сейчас, посмотрев на то время, мы вообще неопытные ни в чем. И Хоббита уход был закономерный, правильный. Он по любой, он правильный переход был. Он ушел к Дауру, в команду лучше. Тогда думал ли я о том, что я хочу быть тренером? Наверное, нет. Но когда я был в универе, я всегда думал о том, что я бы хотел быть учителем. Мы приезжаем в Санкт-Петербург. Я, Кин, Хоббит, Рамзик. Кто-то еще был. Не помню. Кто-то еще был. Блин, сейчас потом обидится, не знаю. Я, может, пятый, не знаю. В общем, мы играем, у нас уходит Хоббит, и нам нужно играть СНГ, как бы РМР нынешний. Тогда он минор назывался. Уходит Хоббит, мы берем Соника, то есть это старый игрок. Он прям из офиса поменял всю свою жизнь. Приехал, мы сыграли плохо. Я хотел другого игрока. Я его даже привез в Санкт-Петербург. Мы его потестили, но некоторые игроки не захотели. Это Фич не захотел. В общем, Фич знает, я уже над ним угораю, что вот, надо было тогда так делать. И мы сыграли плохо. Я вот тогда был капитаном. И, наверное, индивидуально не так прям хорошо играл. Наверное. Не знаю. Сложно как-то мне описать. И в Алмате у нас была потом встреча. Я приезжаю, я хотел убрать и взять другого игрока, но мне сказали, что все, достану. Но слава богу, что это произошло, потому что если бы этого не было, то не было бы Авангар, а значит, скорее всего, не было бы Virtus.pro команды. С возрастом понимаешь такое, что не каждое плохое событие ведет, грубо говоря, каким-то все плохо и хуже становится. То есть все взаимосвязано. Все события как бы оказывают вообще нереальное влияние на события в будущем. Позже чуть еще за Арландс поиграл. Там был бустер со мной в команде. В Минске где-то месяц поиграл. Потом мы вернулись в Алматы. И мне позвонили, сказали, вот приезжай. Есть команда. Мы хотим, чтобы ты был ее тренером. И я приехал, познакомился. И нас отправили в город Киев. И началось наше путешествие, которое уже длится 6 или 7 лет. И это было, наверное, знаковый день в моей жизни. Вот. Что нас отправили. И лучшее поколение тогда игроков Казахстана полетело в Киев, и мы начали тренироваться там. Вернемся назад в 2017 год. Я приезжаю в квартиру тогда, познакомился с Лехой там, с бустером. Наш босс с нами поговорил, и там сняли нам дом, и мы поехали. То есть для меня это было, наверное, мечта, чтобы у нас там уборщица, повар, психолог, большой дом, и мы начали свой путь. Что я могу сказать, наверное, из своей карьеры, вот будь ты хоть трижды самым умным, там, сильным в чем-то, очень важно быть по жизни удачливым и оказаться в нужное время в нужном месте. И наш первый турнир РМР квалификация была в Румынии, и мы прошли на мажор. То есть когда-то Кикер, Джейм, еще бустер, сейчас его нету уже как полгода в нашей команде, но он тоже часть истории. Мы сделали, грубо говоря, невозможное в какой-то степени. Приехали и всех выиграли. И поехали в Атланту, в Америку. И там в близком матче проиграли Liquid. Вот. И тогда начался наш путь. И тогда, наверное,
сложно было в 23 года, я был тренером уже, и понимать, что от меня требуется, что я должен доносить и в чем заключается прям суть моей работы. Потому что я сам был молодым. Многие вещи пришли с опытом. Но горем пополам, пацанам тогда, Джейму, которого сейчас видите, там 17 лет, 18 лет, он заходит там в TeamSpeak, говорит, вот какие у вас там раунды, он пришел к нам чуть позже в команду. И когда я сейчас вспоминаю, уже как будто это времени не было. То есть молодой Джейм, там в то время еще учишь его, чтобы он доносил информацию правильно. То есть, чтобы он, командный голос, чтобы у него был. Он же молодой пацан, как он, ну, этому надо как бы, зрелость нужна для этого. Леха тогда молодой стрелок, заряженный. Сейчас он уже что, уже постарел, Леха старый. По меркам, я сейчас уже угораю, ну, как дед в команде, хотя ему что, 24 года. Вот. Но все мы вместе начинали, и старт очень помог. Вот. Потому что у нас как бы время не бесконечное. Вот. И мы себя проявили. Первые 2 года мы участвовали на разных чемпионатах, проходили на мейджоры, на первые ланы, первые путешествия. Первый наш командный лан даже не РМР был тогда, даже в Москве был тоже чемпионат. Мы приехали, 2-е место заняли. Первое ощущение, когда ты едешь на чемпионат, конечно, незабываемое. То, что перелет, ты летишь на чемпионат, ты это ждешь, ты едешь в гостиницу, у вас сбор, все так переживают, там, молодые мы все. Было очень круто. Вот. В целом, первые 3 года мы прожили вместе в одной локации, очень много тренировались, много путешествовали, даже на Новый год местами не ездили. Финальный эпизод, наверное, того времени — это мейджор в Берлине. Мы сыграли в финале, и куча фанатов была в Алмате. В то время, где-то за год до финала мейджора, я понимал, что мы попадем в Virtus.pro. Я сидел со своим боссом, я понимал макро ситуацию в мире СНГ, я понимал, что в Virtus.pro нужен состав по КС. И мы как бы идеальный кандидат для этого, мы молодые, я не помню, мы мейджор тогда играли или нет, но я внутри предиктил, что этот исход возможен. Вот. И когда этот оффер пришел, когда к нам пришли и типа, вот вы хотите, типа, Virtus.pro. Ну, мы же тоже как бы не можем сказать, да, мы уходим. Но было что-то новым, что-то как бы необычным, что у нас все меняется. И сейчас, когда мы в 2023 году, уже сложно представить, что мы не Virtus.pro. То есть как будто жизнь в Virtus.pro, она больше, чем в то время. Переход в Virtus.pro был очень неожиданным. Чувствовали себя круче, типа Virtus.pro. Там, наверное, все по-другому. Там большой штаб, огромные там офисы, где по-любому все идеально. Там в то время еще в Virtus.pro была команда по доте, которая круто играла. Я уж тогда думал, хочется, чтобы мы были любимчиками. Мы не хотим быть второстепенными персонажами. Нам отправили предложения, там, зарплаты. И я сейчас думаю, надо было еще дописать. Тогда, я скромный тогда. Тебе какие-то деньги платят, что зарабатываешь, думаешь, До сих пор не на каких-то контрактах, я так думаю. Приходим на чемпионат в Москве, эпицентр был. Мы его круто сразу начинаем с проигрыша. И времена были не самые лучшие изначально. И все как бы стало по новой. Со статусом Virtus.pro стало как бы, не знаю, как-то психологически даже, люди на улице Virtus.pro, типа, солидный тег, это как, не знаю, Манчестер Юнайтед, не знаю. Мы так представляли. Первые полгода Virtus.pro в плане результатов от нас были не самыми лучшими. Но позже, с приходом Марека,
мы показали крутой уровень. Весной 2020 года произошел такой сценарий. Мы играли плохо, мы играли квалификацию на мейджор, и тогда вроде начинался период пандемии, я не помню, тогда или не тогда, нет, так не сразу. В общем, мы играли квалу и играли матч за 3 место, что ли, с командой Hard Legion. И в этой команде там, их тренер играл, с этим багом тренерским, все знают. И мы проиграли этот матч, и у меня тогда после матча было ощущение, что мы как будто позади. Вот, как будто вот то поражение, оно сыграло, наверное, в восприятии руководства. Тогда был другой CEO, Сергей Гламазда. И, может быть, не знаю, какое-то решение надо было принимать. И я был в инактиве 3 месяца. Несправедливо, я могу так сказать. Но это хорошо повлияло на мою мотивацию и жизнь. Просто я понимаю, что когда ты в бесконечном цикле тренировок и игры, у меня как бы работа, как и у пацанов, она не всегда как бы роботская. Я не могу постоянно одно и то же. Где-то мне нужно тоже брать какое-то вдохновление, чем-то другим заниматься. Но перед этим, к 2020 году, бесконечно, там, грубо, без больших выходных, там, около 5 лет я был в этих поездках, и какую-то энергию, чтобы найти эти 3 месяца, хорошо на меня повлияли. Всего лишь 3 летних месяца, там даже не было турниров. Но за это время тебе приходит, грубо говоря, мотивация. Тогда денег заработанных не так много было. Не понимаешь, ты обратная сторона этой жизни, что ты, выпадая отсюда, ты можешь, грубо говоря, ты ничего больше не умеешь делать. Тебе надо заново переучиваться жить. Вот. И я рад, что я вернулся в команду. У меня там не были супер, мне там порезанная зарплата. Мне надо было просто показать результат. Но когда дают такую возможность, ты хотя бы все от себя делаешь, и там уже, грубо говоря, Бог должен помочь, и все. Как бы все делаешь от себя, и всегда, как бы в моей жизни, всегда какая-то сила, не знаю, сверхъестественная. Либо я сам надумал, или я считаю себя избранным, я не знаю. Я верю, что есть какая-то сила, которая ведет, и она мне помогла. Мы начали выигрывать. Марк к нам пришел в команду, мы усилились, мы выиграли очень много чемпионатов, и свой авторитет я доказал. Вот. Это было, наверное, первый момент, когда... не первый, второй момент, когда я доказал свою компетентность, можно сказать. Я понимаю где-то, что работая 6 лет с одним костяком, при плохих результатах ко мне будет вопрос. И к этому стрессу привыкнуть было нелегко. То есть в самом начале, когда изначально у тебя один тренер, им хочется просто попробовать. А как с другим? Может, что-то лучше. И всегда тебе нужно результатами показывать, что ты компетентный тренер. Это было в начале Авангард, потом под конец Авангард. В то время, честно говоря, было очень нелегко. Вот ты душевно, ты спокойствия не ловишь. Но вот когда ты это проходишь, ты потом побеждаешь, мы там первый флешпоинт выиграли, квалификации какие-то, средние турниры, ты психологически можешь как-то чуть-чуть хоть расслабиться. Вот тренерство это постоянно ты на иголках. Когда все плохо, тренер виноват. Я это проходил неоднократно. В какой-то степени у меня уже есть иммунитет. Выиграв мейджор, ты можешь себе сказать, да, ты крутой чел. Вот, наверное, мейджор в Рио, помимо там денег, рейтинга, он в первую очередь дал мне, да, Дастан, ты крутой тренер, ты можешь все. И мне на душе спокойно. Мне стало психологически легче жить. В этом мире постоянной борьбы, постоянное место под солнцем. И когда мы приехали, вот встреча была здесь с нашим боссом, было вот очень
классно в душе. Вот что ты этого прошел, что ты этот финал выиграл, и ты веришь в то, что ты можешь все. Все в этом мире реально, и ты менеджер, ты тренер, который без крутых игроков, молодыми вырастил, без звезд, что ты смог этого достичь. Вот. И это очень мне помогает, и в новом времени я себя очень комфортно чувствую. Я ничего не боюсь. Я знаю, что вот уверенности в себе стало намного больше. Эту часть, наверное, жизни, конечно, уже забываешь, но было нелегко, конечно, когда тебя там заменяют или результаты плохие. Не спишь. Вот даже у меня волосы выпали на затылке, где-то ты поправляюсь. Не можешь на турнире где-то контролировать, где-то ты заедаешь. Есть много. Вот. Постоянно ты в путешествиях живешь, и бывает нелегко. Вот. Но я рад, что все у нас получилось, и мы все победы впереди, и очень много чего я как тренер и там наша команда не достигла. Это все как бы бесконечный цикл, и постоянно ты тренируешься, никогда не останавливаешься, идешь к своей цели. И, конечно, иногда изматываешься страшно, но понимаешь, что наша жизнь, она интересная, в ней полно событий, много новых людей. И я благодарен Богу, что Он дал мне возможность увидеть все это и заниматься в такой классной сфере с такими классными людьми. И приятно, что все люди, которые поддерживают, видят и что мы где-то приносим им счастье, там, от мужиков до, не знаю, там, взрослых тетенек, их детей. И круто быть частью всего этого и приносить вам радость. Вот в целом моя история такая, если без подробностей. Если что-то хотите узнать, спрашивайте.